Здравия желаю, бойцы! Рад вас приветствовать. На связи замполит СОПа майор Жижигулян Коко. Говорят, зона помнит многое, но даже она со своей зловещей памятью подзабыла, что значит настоящая военная сила. Мы здесь для того, чтобы напомнить ей это. А пока мы не начали, давайте посмотрим, как отряды готовятся к атаке периметра. Черт возьми, где этот новенький? Нам давно уже пора выдвигаться. Из штаба передали, что скоро должен прибыть. Надеюсь, в этот раз нормального пришлют. Здравия желаю! Рядовой хипстер прибыл! Рядовой как? Пипстер? Хипстер! Я в ахуе. А что у тебя с головой, сынок? Тебе в медсанчасти решили заранее зеленкой голову смазать? Это маскировка для слияния с окружающей средой зоны. Ну, крутой. А что не по форме одет? Торопился к вам на поддержку. Не успел китель одеть. Виноват. Военкомат, блин. Ладно, для задания, в принципе, все равно 3 человека нужно. Сейчас быстренько расскажу тебе задачу. Слушаем, не тупим. На данный момент отряды СОПа ведут ожесточенные бои на южном и северном направлении зоны. В этот раз командование позволило отрядам выбирать направление самостоятельно. От его выбора зависит только набор главных задач, которые будут выполнять отряды во время миссии. Также помимо направления, миссии разделяются на 3 категории по уровню сложности: стандартная, сложная и смертельная. Неважных боевых задач не существует. Каждый отряд выбирает миссии по своим возможностям. За выбор стандартной миссии никто косо на тебя смотреть не станет. Но учти, чем выше сложность, тем ценнее награда за ее успешное выполнение. Если твое текущее снаряжение слишком слабое и не позволяет выполнить поставленную задачу, СОП обеспечит тебя необходимыми вещами, но в таком случае ты сможешь отправиться только на стандартную по сложности миссию. Во время миссии действуют особые модификаторы, набор которых зависит от выбранной сложности. Какие-то из них усиливают боевой потенциал отряда, какие-то наоборот ухудшают. Мы пока не знаем точную причину их появления, однако известно, что набор этих модификаторов будет меняться каждые несколько дней. Что касается отрядов, как я и сказал, отправляемся в бой группой из 3 человек. И если у тебя нет своего проверенного отряда, не переживай. Родина обеспечит тебя надежными, как часы полет, товарищами. Помимо нашего отряда в регионе будет еще 2 группы таких же бравых бойцов. Все мы посланы туда для выполнения глобальной цели миссии, она общая для всех отрядов. Также у каждого отряда будут свои главные задачи. Помимо этого мы можем выполнять дополнительные задачи, которыми являются все остальные события в миссии. Миссии длятся ограниченное время, и независимо от успешности выполнения задач, ближе к концу начинается фаза эвакуации. Во время нее отрядам необходимо успешно добраться до точки посадки вертолетов, выжить под натиском волн шепота и успешно эвакуироваться. Поскольку для СОПа эта миссия крайне важна, личный состав вооружен по полной программе. Каждому бойцу будет выдана рация для вызова тактической поддержки. Она бывает 3 типов: боевая поддержка, артобстрелы, бомбы, вертолетные обстрелы и так далее. Снабжение для пополнения припасов, здоровья или защиты от урона. И специальное оружие, вызов контейнера с усиленным вооружением СОП, наносящее большой урон и имеющее личные особенности. Каждый из нас может взять с собой максимум 4 вида тактической поддержки, поэтому для большей вероятности успешного завершения миссии мы распределим обязанности внутри отряда. Кто-то будет пополнять боезапас, а кто-то вызывать обстрелы и другие виды поддержки. Но одного наличия рации в ваших цепких лапках мало, чтобы она начала приносить пользу отряду. Ей надо уметь пользоваться. Что-то не получается ничего вызвать. Дай сюда, блин. Те не игрушки. Смотри и запоминай, как пользоваться, пока ты нас не подорвал. Чтобы вызвать тактическую поддержку, боец должен нажать кнопку доставания рации. По умолчанию это клавиша Q. Затем ввести необходимую комбинацию. Сделать это можно 2 способами. Первый и самый удобный при помощи нажатия левой и правой кнопки мыши. Левая стрелочка — левая кнопка мыши, правая стрелочка — правая кнопка мыши. Также ввод комбинаций можно осуществлять через стрелочки на клавиатуре. Способ, как по мне, не очень удобный, но в нем есть какой-то свой, как говорит молодежь, вайб. После успешного
успешного ввода комбинации тактической поддержки она активируется, и ее можно вызвать, достав лазер для прицеливания с помощью удержания правой кнопки мыши и затем нажав левую кнопку мыши, чтобы вызвать ее на точку. После успешного вызова военной техники нужно пополнить запасы тактической поддержки, поэтому она уходит на перезарядку. Учитывайте это, чтобы вызвать тактическую поддержку в нужное время с максимальной пользой. Изначально нам доступно всего 4 базовые тактические поддержки. Для открытия новых необходимо прокачивать военные отрасли: логистика, разведка, артиллерия и авиация. Каждая отрасль дает свои типы тактической поддержки, но и помимо этого дает пассивные бонусы бойцу во время участия в миссиях и бонусы при заработке дотаций. Для прокачки отраслей нам необходимо зарабатывать трофеи шепота, имеющие 3 редкости: обычные, редкие и уникальные. Их можно получить при выполнении главных и дополнительных задач, а также подобрать земли во время миссии. Имейте в виду, что трофеи попадают в инвентарь и могут выпасть при смерти бойца. Ну, выполним мы эту миссию. И что с того? Что-нибудь про увеличение довольствия за эту вылазку обещали? Не учатся ничему некоторые, и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись. Обещали. Не волнуйся. В схватках с шепотом военным периодически удается добыть ящики с передовыми технологиями: солдатский ящик, офицерский скарб, капитанский хабар и заначка полковника. Они находятся в военных поставках, и их можно выкупить у бойцов СОП за дотации, полученные в миссиях атаки периметра. В этих ящиках можно найти новые артефакты, такие как смольник, жабры, обруч, нервяк и канифоль, а также мастерские обвесы для оружия, рукоять дистония, прицел коллиматорной трапеция, глушитель антитеза и ЛЦУ склера в 3 вариациях. По окончанию миссии боец получает игровые рубли, дотации, необходимые для открытия военных поставок, и трофеи шепота. На количество получаемых наград влияет сложность, количество выполненных главных и дополнительных задач, успешная эвакуация и вклад в миссию других отрядов. Каждый вклад отряда по отдельности суммируются с другими, и бойцы получают общую награду. В случае смерти, невыполненных главных задач или неудачной эвакуации, боец получает урезанное количество наград. Каждое успешное выполнение миссии вносит свой вклад в общий прогресс направления. От успехов каждого отряда зависит исход всей кампании атаки периметра. Так, ну, вроде бы все рассказал. Давайте, выдвигаемся. И так уже много времени потеряли. Блять, кто пустил шептуна? Услышь шепот. Вот и доверяй после такого рандомам. Помимо ивента, этот патч привнес изменения и в привычный быт нашей игры. Была произведена небольшая переработка заданий сезонного пропуска. В прошлой итерации заданий было множество проблем. Выбор категорий как механика перешла в наследство от старой системы и лишь усложняла взаимодействие с новой. Для решения этих проблем были введены разделы задач «Открытый мир» и «Сессионные задачи». Также появилась механика особых задач. Выполнение таких заданий считается за несколько. Например, теперь при захвате аванпоста вы получите прогресс в недельную и ежедневную шкалу, аналогично тому, как если бы выполнили обычную задачу 2 раза. В том числе будет засчитываться применение 2 перегрузок, а не одной, если они активированы и соблюдены условия получения награды за перегрузку. Раздел «Открытый мир». Категории «Бой», «Исследования» и «Наука» были убраны. Вместо них теперь существуют следующие категории. Первая – базовые активности открытого мира. Это все базовые активности в рамках открытого мира. Задачи в данной категории не нужно заменять, так как она полностью и целиком доступна всегда. Вторая категория – зачистка событий. В данной категории все задачи позволяют получать очки сезонного пропуска за зачистку конкретных событий. Большая часть задач из упраздненных категорий будет находиться здесь. Третья – сложные активности. В данной категории собраны особые задачи, многие из которых учитываются за 2 или 3 выполнения обычных задач. Выбор категорий был убран, теперь игрокам одновременно доступны все вышеперечисленные категории задач открытого мира. Раздел «Сессионные задачи» включает в себя категории «Сессионные бои» и «Битвы подразделений». Добавлены задания, учитываемые как сложные. Завершить сессионный бой, набрав более 10 тысяч очков. Занять первое место в гонке вооружения или дезматче. Убийство 6 противников за 1 жизнь в сессионных боях. Победа в матче битвы подразделений. Убийство 5 противников за 1 жизнь в битвах подразделений. В раздел «Сессионные
задачи была добавлена категория события «Атака периметра». Задачи в данной категории выполняются только во время игры в атаку периметра. Все категории сессионных задач доступны одновременно, без необходимости делать выбор между ними или отказываться от какой-либо категории задач открытого мира. В связи с появлением ивента были добавлены испытания. Они не учитываются в ежедневных и еженедельных заданиях, а дают отдельную награду. Разработчики продолжают внимательно следить за вашей обратной связью и модифицировать задачи как в сторону упрощения, так и в сторону усложнения. Стоит ли говорить, что данный баланс не является финальным? Особый кейс – все. Но временно. После того, как этот щедрый красавчик единолично встряхнул аукцион, разработчики решили отправить его на переработку. Но грустить не стоит, вернулся долгожданный передовой кейс, ну и как бы наполнение вы видите сами. Завидую тем, кто по какой-то причине копил вексели. По механике открытия он похож на особый, однако наград ранга сталкер в нем нет. Кейс, как и раньше, имеет ограниченный срок действия. Эта пушка-гонка с нами на 3 недели. Советую поторопиться получить заинтересовавшие вас награды. Также в игре появился новый специальный набор поддержки СОПа, который содержит в себе дотации, ящики сезона ивента и, конечно же, уровни БП. Обновление бартера. Новые пушки в бартере — это всегда круто, особенно если это LWRC M6, SIG-516 и CS-1. LWRC M6 заменила M4 CQC, как в дереве бартера, так и на руках игроков. В ближайший месяц у перекупщика будет доступен бесплатный обмен L85 на LWRC M6 и обратно. В сезонный пропуск был добавлен уникальный облик за 1000 уровень – душегуб. При убийстве из оружия с этим обликом из него будет выходить пар. Демонстрационная версия береты ARX-160 в убежище была заменена на вариант с обликом душегуб. Изменения в сессионном режиме. В сессионном режиме Deathmatch основное оружие было заменено на берета ARX-160. В режиме штурм улиц Припяти для бойцов шепота берета ARX-160 будет с обликом душегуб. Количество убийств до смены оружия в гонке вооружения увеличено до 3. Максимальная длительность игры в гонке вооружения увеличено до 8 минут. Прочие изменения и правки. Добавлен физический импульс при смертельном выстреле из оружия по игровым и неигровым персонажам. Отключено прерывание осмотра ближнего оружия при старте спринта. Добавлены новые анимации зомбированным. Был обновлен HUD заданий, теперь в нем показывается количество оставшихся целей. Исправлено отсутствие возможности переименовать торговый набор. Изменены награды за наличие премиума. Выполнение заданий на разминках в сессионных боях и на битвах подразделений больше не засчитывается. Обновлены текстуры и маска покраски М249 SAF. Выражаю благодарность за просмотр данной видеокассеты. Не знаю как вам, а мне срочно нужна эта вещица. Выбью ее из кейса, а потом и из шепота душу выбью. Всех благ!